Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Как вы видите, запустили Мирандус и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, очередной альфа-тест. Будем смотреть, насколько изменился мир. Побегаем, посмотрим и давайте разбираться. Так, Кто не знает, у нас было видео, да, мы записывали предыдущий альфа-тест. Там была маленькая деревушка, где можно было походить. Это игра от Gala Games. Находится она на блокчейне эфира. Потихоньку они пытаются на полигон перейти какими-то играми. У них есть свой магазин, там вот у них была предраспродажа всяких игровых ассетов, да, это всякие замки, города, палатки, мельницы, сейчас корабли продают, и самое важное это персонажи. Персонажи, характеры они их называют, это ваш допуск вообще в этот мир и возможность играть. То есть это NFT, есть там эльфы, дварфы всякие разные. И вот все остальное как-то так подлагивает, да? что лагает вообще прям сейчас очень сильно. Не знаю, сейчас посмотрим начало. Начало, помню, что тоже пролагивало. То есть мы как вы вышли с этого порта, и уже, видите, сейчас уже нормально пошло. То есть, ну, возможно, идет какая-то подгрузка еще, не знаю, с чем это связано, либо переход с ночи в день. Как вы видите, графика поменялась на самом деле очень круто. То есть вот сейчас, да, отлагало все это дело, надеюсь, видно. Есть уже замок, показан порт, какие-то водопады. Графика приятнее. То есть тогда она была какая-то более такая квадратная, что ли, да. Ну, сейчас понятно, что она тоже состоит как бы из кубов каких-то, но все равно намного лучше. Да, это всем предупреждаем, что это пре-альфа, очень ранняя стадия. Здесь все, что лишнее отключено, любые идеальности, красивости отключены, низкополигональные. Сейчас здесь работает над инфраструктурой, над механиками, да, над экономикой. А красотости будут потом Мгм. сверху накладываться, либо, может быть, даже сильно не будут. Снаружи замка у нас синглплеер, внутри замка вот мы видим подключается мультиплеер, был такой фриз Мгм. небольшой. Вот, Это вот вы игроки видите, вот, первые. да, орки, люди. То есть потом будет это free-to-play тоже, но сейчас на ранней стадии только тем, у кого есть NFT, только они могут зайти, залутать. И у кого была такая интересная вам новость, у кого был персонаж до 12 декабря, у них выходила статья заранее до этого, и в предыдущей версии говорили, что покупайте персонажей, они не так дорого стоят. Тому будет airdrop их будущего токена Materium. Что с ним будет и сколько будет, еще никто не знает. Да, до этого, кстати, надо было сюда подойти, каждым персом, и тут как бы залутать. То есть, а сейчас они отказались от этого, не знаю, возможно, серваки перестали справляться, потому что слишком большой наплыв на игроков. Тем более, все это, как видите, еще в тестовом варианте. Поэтому сейчас вот просто можно посмотреть, как поменялся мир за это время. То есть, что можно сделать. Сейчас мы уже так немножко до этого прокликали, посмотрели. Вот тут есть уже первые действия. Можно собирать мясо с убитых оленей. Сейчас пойдем в деревушку сходим. Деревушку, кто помнит, она была на первом видео. То есть сейчас как раз таки ее найдем. Вот она. И сделаем первые тут действия. То есть сейчас поменяем мясо, сделаем лук и так далее. Да, мы взяли убитого оленя, Мгм. сдали его, получили тетиву. Вот надо вот пойти порубить вот такие вот елочки, да, цвет другого цвета, они маленькие немножко у них. Видим, у нас есть очки действия, да, которые очень быстро восстанавливаются. Но эта скорость восстановления зависит от вашей усталости, да, или бодрости, можно так сказать. Посередине мы видим такую шкалу, где есть сон и пища. И когда вот оно будет на нуле, ваша энергия восстанавливаться вообще, скорее всего, не будет. Или очень-очень медленно и очень-очень мало. И вам придется есть, спать, выполнять свою роль, да, РПГ, Ну да. отыгрывать. Вот, что в этом мире интересно, посмотрите наше первое видео, мы там подробно рассказывали. Эта игра будет полностью в руках игроков. Все города, деревни, мельницы, все такие капитальные постройки, где можно проводить какое-то действие, они будут реальной экономикой, да, то есть игроки будут ими владеть,
Вот, вот, допустим, вот здесь, чтобы скрафтить лук, крафтя лук, это будет чья-то лавка, которому вы, владельцу, отдадите какой-то, видимо, золото, крипту, и, может быть, тот же самый часть материума, да, придется оставить, чтобы он вам разрешил закрафтить лук. Будет допуск в игру. Сейчас альфа-тест только для ПК, с маков не получится. С интервью разработчики сказали, что в игру можно будет играть как на обычных компьютерах, так и одевая VR, да. Наконец-таки наш логотип приближается, да? Вот. И как-то с мобилок тоже будет. Ну, скорее всего, с мобилок будет именно, если ты владелец лавки там, да, или там торгаш какой-то, чтобы ты мог зайти в интерфейс какой-то, что-то прокликать, выставить, перепродать, может, что-то там в упрощенном виде как-то пойти дерево порубать, да, или еще что-то в этом плане. Так что это еще будет, конечно, не скоро, но уже видим, семимильными шагами разработчики двигаются. Если раньше было вообще просто они, первый самый альфа у них было, просто показали, как растут деревья, и бегали вокруг, ничего не делали. Потом появилась деревушка с квадратными облаками. Теперь вот уже такой мини-мирок, да, уже. И Не, лес. ну, на самом деле видно, да, развитие именно проекта. То есть понятно, что еще до релиза все это далековато, но можно посмотреть, как, в принципе, основные механики работают. То есть можно там что-то порубить, потом из этого скрафтить и так далее. Сейчас, кстати, когда смена ночи идет, да, то есть, ну, тут вообще бегать ночью прям в самую ночь нереально. То есть, видите, темно, хоть есть такой импровизивный фонарик. То есть не фонарик, а факел скорее, да. Ну, выглядит он, конечно, как фонарик. Факел, да? Да-да-да. То есть ночью бегать, конечно, в игре, по-моему, нереально. Ну, посмотрим, как все это Ну, будет. как бы и душевно так и должно быть, если мы находимся в каком-то фэнтезийном мире. Не, ну где красиво, нет да? Вот, электричества, смотри, да? вот как все выглядит, Нефиг. реально прикольно. Нефиг лазить по ночам по лесам, да? На тебя какой-нибудь вепрь кусит за бочок. Мгм. Так, мы, кстати, скрафтили лук, друзья. Сейчас будем пытаться подстрелить добычу, если мы найдем ее. Вот добыча. Мне очень нравится, как здесь звуковое оформление. Да, и, звук очень крутой здесь, кстати. Цветовая гамма, да. То есть такая сразу душевность появляется. Такой звук странный, конечно. Сейчас давайте еще попробуем. Они не Кстати, всегда. не, когда если вот этого круга нет, то есть действия нет. То есть я не попаду стопудово, я уже заметил. Вот если есть круг какой-то, то да. То, по-моему, такое ощущение, что он сразу будет попадать. Вот. Ну да, сейчас упрощенная все-таки механика, я думаю, сделана. Ну вот мы И убили, вот залутали, грубо говоря. Там что-то добыли, там, не знаю, мясо, там, шкуру какая-то. Из нее можно потом будет что-то скрафтить. То есть, ну, как вы понимаете, стрелы тоже заканчиваются, их подобрать потом нельзя. Делаем действие, опять раз, и... Да. Спать в кровати в доме. Угу. То есть, ну вот, замок. Не, ну ночной, как-то ночное все это прикольно тоже сделано. То есть, так красиво чувствуется немножко атмосфера. Ну, бегать прям нереально перед рассветом тоже. Есть информация от разработчика, от ведущего с интервью, он тоже рассказывал, что так как это синглплеер снаружи, да, то есть чтобы пойти в какую-нибудь пещеру, убить какого-нибудь редкого моба, босса, вам, возможно, потребуется очень много времени на освоение и понимание вообще, как это провернуть, что вам для этого понадобится. Так что это будут интересные квесты. И если кто-то там завалит кого-то, то он настоящей легендой станет на сервере, да? Ну, если, наверное, тут какие-то будут реально боссы там, да, которые будут рассчитаны на какой-то прям далекий-далекий крафт, а кто-то может это и раньше сделать, да, найдет какой-нибудь там баг, не баг, там, либо супер скилловый чел. Ну, кстати, вот можно посадить там семена, да, ну просто покажем еще, что всякие как действия. Потом берем воду, полили разочек, полили 2, 3, и сейчас пойдут вот ростки. То есть, видите, все, в принципе, да, довольно-таки интересно выглядит. Потом они, получается, сейчас прорастут, берем серп, и серпом это можно все будет подрезать. Потом сделать хлеб, хлеб поесть, короче, ну вот, как бы вот такая вот движуха происходит. А, кстати, тут еще есть мельница, можно покрошить будет в муку. То есть там 3 раза покрошили, здесь, получается, сделали хлеб. Хлеб поели, восстановили энергию. То есть вот как бы такой круговорот идет. Потому что энергия нужна.
Без энергии тут, по ходу действия не будут делаться. Но, естественно, нужно это опустить, чтобы проверить, как это вообще все восстанавливается. Но так, в принципе, конечно, мир поменялся прям очень круто, и это плюс. Так что проект, естественно, мы ждем прям быстрее бы он вышел. Но это только следующий год, да? Надеемся, что мало ли. Да, да, да. Так что мы оставим ссылочку в описании на магазин. Это будет наша рефералка. Кто решится покупать себе здесь персонажа на следующий альфа-тест, бета-тест, неизвестно, что будет в следующем этапе. Скорее всего, они подвяжут уже какую-нибудь боевочку, было бы интересно, да? Ну, уже что-то вот уже подкрутили, как бы хотя бы стрельбу, да, Да. минимальную. То есть, давайте Возможно, будет еще один дроп токенов, так что не жмемся, да, какие-нибудь там, смотрим дешевого человека, там берем, там, не знаю, $200, по-моему, стоит. Ну, это кому интересно, да. Тут видно, как бы, что вот здесь придется, если играть, то играть. По крайней мере, пока кажется так, да. Потому что много всего, много действий, много чего изучать. То есть это игру, которую, может быть, скорее всего, мы и ждем в плане того, что она будет занимать хорошее время, да, как достойный проект, в который хочется играть. То есть чего не хватает сейчас, понятное дело, в нынешних играх. Лени в рейд пошли на замок или что? Да, вот в рейд. Чисто. Так, ну оленя еще убили. В принципе, я думаю, на этом давайте закругляться. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.